Полноцветный экран на 1,43 дюйма, более 50 штук интересных watchface'ов, привлекательный дизайн с легкими материалами, водонепроницаемость 5 атмосфер, более 60 спортивных режимов и, разумеется, плавательные на борту, GPS-навигация, встроенный микрофон, измерение пульса и кислорода в крови, мониторинг сна и уровня стресса, система оценки здоровья Pi, отличная автономность, возможность отвечать заготовками на входящие звонки. Как вы поняли, сегодня речь пойдет о часах Xiaomi Huami Amazfit BPU Pro. И да, обзор на них я уже делал, но тогда они стоили в 2 раза дороже. Плюс в каком-то смысле были недопилены. Что сейчас с ними произошло, вы узнаете. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду делать второй обзор, и второй раз я купил. Притом они у меня еще лежат старенькие, но я захотел новенькие в новой упаковке BPU Pro. Xiaomi Amazfit BPU Pro. Чем они, в первую очередь, отличительны? Они стоят дешевле на данный момент, чем Poco Watch, и по большому счету Poco Watch это копия вот этого вот дела. То есть Xiaomi Poco, обзор на который вы можете посмотреть на канале, у них есть GPS, Vibra. Единственное, они стоят намного дороже. На старте продаж они стоили адекватно, плюс курс доллара был 58. Понятия не имею, какой будет курс, когда вы будете смотреть этот ролик, но я думаю, вы прослезитесь. И да, на Алиэкспрессе за 58 за доллар можно было покупать через Kiwi. Если бы вы были подписаны на телеграм-канал скидок, вы бы знали как. Здесь у нас большой цветной дисплей на 1,43 дюйма, GPS встроен, 60 спортивных режимов, и, пожалуйста, не пишите мне про то, что отключат нам GPS. Но отключат, будем танцевать от этого. Это знаете, как из-за разряда кончится туалетная бумага, еще что-то. Анализ сна, 5 атмосфер воды не боится и 9 дней жизни. Посмотрим, что с новыми прошивками они сделали. Возможно, как-то где-то допилили, и все стало хорошо и волшебно. В чем я сильно сомневаюсь, но, опять же, плохо-то и не было, поэтому сильно ругаться на эти часы в принципе нельзя. Вот так мы вскрываем аморально эти часики. Они недорогие. Вот так они у вас будут заряжаться, не обязательно висеть, можно и лежать. Ужасный подбородок, огромный, какая-то клякса здесь, кстати, клей, но она сотрется. Все. Тут по большому счету ничего прям супер-мега крутого нет. Из крутого у Amazfit'ов это почти всегда быстросъемный ремешок без извращения. Если вы посмотрите на Poco Watch обзор, там вот этот ремешок с клипсами, который не ясно где покупать, который стабильно будет чуть-чуть дороже, чем вот такой обычный. Ремешок не худшего качества, химией не пахнет, продается BPU Pro, по-моему, везде. Плюс основное это то, что есть GPS, разумеется. С ремешком весит 31 грамм. Если брать размеры часов 35 миллиметров, на 40 миллиметров. И толщина у нас будет 11,3 миллиметра. Что я могу сказать? Ну, вы понимаете, да, кем вдохновляются наши любимые китайские товарищи, которые частично все равно принадлежат Xiaomi и принадлежали, и поэтому у них все получилось. У Amazfit'ов, к слову, вышли недавно T-Rex вторые. Их я постараюсь купить и расскажу вам. Но стоят они, конечно, лютый космос. Часы не обязательная вещь. Напоминаю, что если вам интересно, вы покупаете не часы себе умные, а в первую очередь покупаете браслет сначала. Mi Band 6. Не знаю, Mi Band 7 я постил в канале скидок. Даже на курсе 72 на Kiwi. Они выходят 2666 рублей. И если вам интересно носимое устройство и не нужен GPS, сначала, разумеется, нужно купить браслет, а потом уже покупать все эти штуки там подороже, потому что вполне возможно, вы не будете этим делом пользоваться и отдадите просто ребенку, ребенок будет играться, потом тоже выбросит, и в итоге вы выбросили деньги. По факту, людей, которые реально используют смарт-часы, их не так много, как кажется. Покупают их, конечно, много. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, допустим, я разыгрываю соневские наушники и One More Evo в описании. Там все просто, в июне-июле мы их разыграем. Плюс не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, там почти 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, 51 тысяча человек. Для примера, вчера я постил смартфон Realme 9 Pro Plus за 19 тысяч, а когда-то я его брал за 36. И, разумеется, там есть объяснение, как покупать через Kiwi. Помимо этого, OnePlus 10 Pro все еще 38, Realme GT Master Edition в районе 17, ну и много всякого интересного, заходим, смотрим. Теперь по поводу часов. Приобрести данную модель есть возможность в черной, бирюзовой и розовой расцветке. Дизайн версии Pro такой же, как у обычной версии этих смарт-часов. К слову, обзор на Amazfit BPU также был у меня на канале, посмотреть его можете по ссылке в правом верхнем углу.
Корпус часов выполнен из пластика, с фронтальной части экран закрыт стеклом 2,5D с олеофобным покрытием. Благодаря своим небольшим размерам смотрятся они хорошо как на женской, так и на мужской руке. Но выглядят они более как детский вариант смарт-часов, как по мне. Либо что-то из а-ля 80-е, хотя это и модно сейчас. При носке практически не ощущаются и дискомфорта не доставляют. Спать в них удобно, ремешок на 22 мм быстросъемный из силикона. Тактильно неплохой, но пыль собирает моментально. Я бы советовал его сразу заменить при покупке, благо у самих Amazfit'ов есть просто шикарнейшие ремешки, которые я, кстати, покупал. На корпусе расположились тыльной части часов 2 контакта для зарядки, краткую информацию, микрофон и датчик мониторинга здоровья, оптический датчик BioTracker 2 PPG, датчик ускорения, гиродатчик, тот же гироскоп. Далее они могут измерять пульс, кислород в крови, мониторить сон и уровень стресса. Измерение сердцебиения и уровня стресса можно выставить как в перманентном режиме, так и в ручном. Кислород в крови измеряется, к сожалению, только в ручном режиме. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не измеряют. На руке показатели меня порадовали, притом только пульса, так как кислород в крови отображается по моим тестам все еще некорректно. Сон BPU Pro мониторят хорошо, как все фазы сна. Также есть бета-функция качества дыхания во время сна. Графики на самих часах отображаются хорошо. Далее, на корпусе также расположили одну физическую кнопку в виде колесика, но она выполняет функцию только кнопки. Никакого Digital Crown здесь, разумеется, нет. В стоке, нажав на нее, можно перейти к меню или вернуться назад, а также удержанием можно перейти к тренировкам. Переназначить команду при удержании кнопки можно прямо с часов, что очень удобно. Нажимается она легко и люфт у кнопки минимальный. В целом сборка самих часов неплохая. Летим дальше. Интерфейс доступен на русском языке, оснащены BPU Pro полноценным TFT-дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 320 на 302 пикселя. Плотность пикселей 308 ppi. Экран слегка закругленный, подбородок у экрана есть, и он совсем не маленьких размеров, в принципе, как и рамки. Картинка довольно насыщенная и четкая, скроллинг не совсем плавный, так иногда проскакивают рывки. Яркости в солнечный день хватает, и пользоваться часами при прямом попадании света на экран возможно. Регулировка яркости пятиступенчатая, автояркости не завезли. Время до отключения экрана максимум 15 секунд, чего, как по мне, мало. Сделали бы хотя бы минуту, было бы проще ими пользоваться. Защита от ложных нажатий есть, и ее можно включить или отключить в настройках. При поднятии запястья экран загорается приблизительно через полсекунды, но стабильно. Циферблатов в стоке на самих часах 4, и двое из них можно персонализировать, что удобно. В приложении также есть 50 неплохих циферблатов, среди которых можно найти анимированные. Установить любую картинку на заставку можно, что хорошо. С главного экрана можно попасть к панели быстрого доступа и к уведомлениям и прокручивать карусель виджетов. К слову, виджеты можно настроить прямо с часов. В меню все более чем стандартно для подобных устройств. В нем находится приложение для мониторинга вашего здоровья. Также есть дыхательные тренировки, отслеживание менструального цикла, список дел, будильник, погода, бесполезная для нас навсегда теперь Alexa, плеер, через который можно управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне. Часы не имеют выделенной встроенной памяти, с чего делаем выводы, что загружать свои треки на часы нельзя. Но я думаю, вы и так в курсе. Далее есть секундомер и таймер. Многозадачность, к сожалению, часы не поддерживают. Также есть Pomodoro трекер, который предназначен для борьбы с прокрастинацией. Помимо перечисленного нам предоставили компас, поиск телефона и удаленная фотосъемка, которая работает по мне отлично. Летим дальше. Операционная система AirTA OS, Bluetooth версии 5.0, не последний, но что делать. Amazfit BPU Pro поддерживают более 60 спортивных режимов, плавание на открытой местности и в бассейне на борту, за что отдельное спасибо. GPS GLONASS навигация имеется, к слову, у версии BPU встроенного GPS нет, а здесь есть. Местоположение часы определяют до 10 секунд. Во время тренировки доступен плеер, что удобно. Подключить нагрудный датчик или даже наушники, к сожалению, нельзя. Карты часы строят неплохо, погрешность приемлемая до 3 метров. Далее, с часов звонить нельзя, как и разговаривать, микрофон нужен только для голосового ассистента Alexa. Входящий звонок можно сбросить или включить беззвучный режим. Уведомления приходят моментально, отвечать на смс, к сожалению, нельзя. На звонок можно ответить заготовкой. Иконки приложения отображаются, смайлики часы поддерживают, но не все. Вибромоторщик сильный и разбудить однозначно вас сможет. Настроить силу вибрации можно в настройках, за что спасибо. Аккумулятор емкостью 230 мАч. Полный цикл зарядки занимает около 2 часов 7 минут. При активном использовании часов они прослужат 4,5 дня, не больше, это предел. За 30-минутную тренировку у меня ушло 6% заряда, разумеется, с GPS-навигацией. В целом, автономность на фоне других девайсов, которые только сутки держатся, это неплохо. BPU Pro показали достойный результат, но разряжаются они неравномерно. К примеру, последние 25% они высаживали приблизительно за 6 часов, то есть ориентироваться на процентах заряда точно не стоит. Водонепроницаемость 5 атмосфер, в них
можно спокойно плавать, принимать душ и так далее. Для примера, я окунул их в стакан с водой, ничего с ними не произошло. Но в принципе я с ними плавал, поэтому сразу они у вас точно не умрут. Отзывов на них уже просто море. Чтобы использовать часы со смартфоном, нужно установить приложение Zepp. Доступно оно на русском языке, что удобно. За время использования проблем с приложением или связью между часами и смартфоном у меня не было, что удивительно. Обычно Zepp глючит по полной программе. Но, как говорится, ждем нового обновления, будут новые какие-нибудь радости. В приложении стандартно можно посмотреть весь мониторинг вашего здоровья, просмотреть завершенные тренировки и начать новую. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, список настроек. Разумеется, в приложении можно обновить прошивку, а обновления лично мне прилетали сразу. Далее. Минусы. Нет динамика, бесполезный микрофон, SPO2, кислород измеряют не совсем корректно, притом нет перманентного измерения кислорода. Нет автояркости, нет калькулятора, нет многозадачности, в принципе нельзя ничего туда загрузить, ни шпаргалки, как многие спрашивают, галереи здесь нет. Разумеется, нет eSIM и еще много чего, но учитывая стоимость, это неудивительно. Также к минусам я отнесу стоковый ремешок и заметный подбородок у экрана. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, по сегодняшнему курсу они чуть-чуть дороже 3500 рублей. Если хотите узнать про альтернативы, это Halo RS4 Plus от Xiaomi, они стоят вообще 2700. Вчера только выкидывал в телеграм-канал, и единственное, все-таки программа у них для управления на самих часах не очень хорошо, хотя там есть миланская петля, и по большому счету, когда ты переплачиваешь 10-15 долларов, опять же, за MSFit, и тебе нужен только внешний вид, то, возможно, стоит подумать о чем-то другом. Я советую сравнить. Резюмирую, MSFit BPU Pro от версии BPU отличается наличием микрофона, который нам не нужен, поддержки голосового помощника, который нам не нужен, и, разумеется, самое главное, это GPS-навигация. Изменений с прошлого моего обзора на эти часы никаких практически нет, кроме стоимости, и то благодаря, в первую очередь, курсу. Плюс появилось просто бешеное количество людей, которые купило эти часы и расписало, у кого какие к ним претензии, так что смотрите в комментариях. Пишите в комментариях, кому не сложно. Девайсу однозначно за свою стоимость да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Добра и удачи вам, дорогие друзья.